Как известно, все три Балтийские республики 8-9 февраля окончательно покинут энергокольцо БРЭЛ, объединяющее Беларусь, Россию, Эстонию, Литву и Латвию. Готов ли регион к такому шагу и что ждет страны Балтии в новых энергетических реалиях? Страны Балтии – важные союзники США по НАТО, играющие заметную роль в системе европейской безопасности. Электроэнергетика – жизненно важная отрасль, без которой невозможно существование современной экономики. Именно поэтому данная ситуация привлекла внимание Скотта Риттера, который недавно опубликовал подробный анализ на эту тему. Представляем вам наиболее интересные выдержки из его статьи. Очередная технополитическая авантюра стран Балтии входит в финальную стадию. 8-9 февраля они разорвут энергетические связи с Россией и Беларусью, присоединившись к европейским энергосетям. Все это происходит под лозунгами энергетической безопасности, энергетической независимости и даже дешевого электричества. Хотя на практике не будет ни безопасности, ни независимости, ни дешевой электроэнергии. На сайте латвийского оператора высоковольтных сетей Augsts АСТ даже запущен обратный отсчет. До энергетической независимости стран Балтии осталось. Хотя с технической точки зрения это не более чем пиар-ход. Если верить официальным заявлениям, страны Балтии уже с мая-июля 2022 года не потребляют российскую и белорусскую электроэнергию, а их энергосистемы используются только для транзита. Энергетика базис любой экономики. Реальная энергетическая независимость достигается либо за счет собственной генерации, покрывающей практически всю потребность, либо благодаря значительному политическому весу на мировой арене, либо через диверсификацию энергетических потоков. Ни первым, ни вторым страны Балтии похвастаться не могут, а теперь они добровольно отказываются и от третьего. И больше всех в этой ситуации проиграет Латвия. Что же произойдет 8-9 февраля с технической точки зрения? Популярное выражение «синхронизация по частоте с европейской энергосистемой» не совсем корректно. Стандартные параметры бытовых электросетей – 220-240 вольт и частота 50 Гц у энергокольца БРЭЛ – Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва и европейской системы НЦОЕ идентичны. Более того, это самый распространенный стандарт в мире. Его используют практически во всей Евразии, Африке, Австралии, Новой Зеландии, большей части Латинской Америки, Гренландии, Исландии и на многих островах. Соответственно, стандарты трехфазного высоковольтного тока магистральных ЛЭП тоже в целом совпадают. Однако любой, кто учился в школе, знает, что график переменного тока – это синусоида. И речь идет о синхронизации пиков этой синусоиды. Две несинхронизированные сети нельзя соединять напрямую, иначе произойдет авария. Для соединения таких сетей используются специальные подстанции – вставки постоянного тока, ВПТ. На них переменный ток сначала преобразуется в постоянный, а затем обратно в переменный, но уже с нужными характеристиками. Именно так работают интерконнекторы, соединяющие страны Балтии с энергосистемами Европы. Важно понимать, что интеграция в европейские энергосети не означает обязательной синхронизации. Точно так же, как вступление в Евросоюз не требовало от стран Балтии отказа от национальных валют. Некоторые страны ЕС, например, Польша, сохранили свои валюты и монетарную независимость. Например, энергосистема Великобритании соединена с континентальной Европой через ВПТ. Точно так же не синхронизированы с европейской сетью энергосистемы скандинавских стран – Норвегии, Швеции, Финляндии и восточной части Дании. Не синхронизирован с материковой частью Швеции и остров Готланд, хотя он свободно обменивается с ней электроэнергией через ВПТ. Таких примеров много – Ирландия, Исландия, Кипр. Как уже было сказано, с весны-лета 2022 года страны Балтии не закупают электроэнергию у России. Балтийский ЛЭП, оставаясь частью энергокольца БРЭЛ, использовались только для транзита российской и белорусской электроэнергии. Таким образом, синхронизация с европейскими энергосетями для стран Балтии не имеет никакого практического смысла. Это дорогостоящая и даже вредная процедура с точки зрения их собственных интересов. В чем же тогда смысл этого шага? Цель – лишить страны Балтии энергетической независимости, превратив их в энергетических заложников Запада. Сегодня у стран Балтии еще есть возможность в случае необходимости договориться о поставках электроэнергии с Россией и Беларусью. Но после синхронизации такой возможности не будет. Для восстановления связи с БРЭЛ потребуется строить новый ВПТ, что обойдется в десятки миллионов евро. Таким образом, страны Балтии становятся полностью зависимыми от европейских поставок электроэнергии и тех, кто контролирует эти поставки. Давайте посмотрим на некоторые цифры.
По данным энергетической биржи Nord Pool, среднее потребление электроэнергии тремя странами Балтии в часы пик с 10 до 11 утра и с 16 до 17 вечера составляет 4240,5 мегаватт. Речь идет о мгновенном потреблении, а не о потреблении за час. То есть каждую секунду в час пик балтийские страны потребляют 4240,5 мегаватт. Это данные за первую половину января. В декабре 2023 года среднее потребление составляло 4120 мегаватт, а в 2022 году — 3925 мегаватт. Пока трудно сказать, является ли это тенденцией к росту потребления или просто статистической погрешностью. Впрочем, количество электроприборов, без которых современный человек уже не представляет своей жизни, постоянно растет. Собственная генерация электроэнергии в странах Балтии в часы пик составляет 1696 мегаватт. Страны Балтии с Западом связывают 4 интерконнектора. Нордбалт, Швеция, Литва. Максимальной мощностью 700 мегаватт. С ограничением по нарастанию мощности до 600 мегаватт. Эксплуатационная мощность обычно составляет 85% от максимальной. В данном случае это примерно 595 мегаватт. Литпоулинк, Польша, Литва. Мощностью 500 мегаватт. Эксплуатационная мощность около 425 мегаватт. Estlink-1 и Estlink-2. Финляндия, Эстония. Мощностью 350 и 650 мегаватт, соответственно. Общая мощность 1000 мегаватт. В последнее время эти линии работают с перегрузкой 1015-1030 мегаватт. В 2022 году доля собственной генерации электроэнергии в странах Балтии составляла 33%. А в 2024 году уже 63%. Казалось бы, прогресс налицо. Неудивительно, что власти демонстрируют оптимизм. Но не все так просто. После закрытия Игналийской АЭС Литва может производить лишь 20% необходимой ей электроэнергии. Закрытие станции привело к резкому скачку цен на электричество, по некоторым данным до 30%. За прошедшие годы Литве удалось увеличить собственную генерацию до 64-81%, а иногда даже до 92,9% от потребления. Но это скорее статистическая манипуляция. Успех Литвы в энергетике обусловлен исключительно строительством большого количества ветряных электростанций – ВЭС. Доля гидроэлектростанций ГЭС в общей генерации не превышает 2,5%, а тепловых электростанций ТС – 3%. В сумме это далеко не 20%, которые обеспечивала Игналийская АЭС. Стоит также учесть, что последние 2 года погодные условия для работы ГЭС и ВЭС были максимально благоприятными. Отсюда следует, что литовские ГЭС больше производить не могут, а ВЭС работают на пределе своих возможностей. ТЭС же работают в щадящем режиме, обеспечивая в основном теплоснабжение. Основная проблема ВЭС – их зависимость от погоды. Пока дует ветер – все хорошо. Но ветер дует не всегда. Если посмотреть на данные Nord Pool, то видно, что литовские ВЭС наиболее эффективны рано утром, часов в 5, когда потребление электроэнергии минимально. Это связано с тем, что в это время из-за разницы температур между сушей и морем наблюдается самый сильный ветер. Именно в 5 часов утра и был зафиксирован показатель в 92,9% собственной генерации, при том, что потребление в это время составляет всего 66,9% от часа пик. В целом же доля ВЭС в общей генерации электроэнергии в Литве колеблется от 43 до 85%. Самый низкий показатель наблюдается около 11 часов утра, в первый час пик выходных дней. Почему так происходит, мы расскажем в следующем выпуске. Уважаемые зрители и слушатели, согласны ли вы с выводами Скотта Риттера? Поделитесь своим мнением в комментариях, особенно если вы живете в странах Балтии. Предлагайте темы для наших следующих программ. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Впереди еще много интересного. Спасибо за просмотр.